Я приветствую вас, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас расклад для Овна на август месяц. Итак, давайте приступим. Будем смотреть начало, середину и конец месяца. Что ожидает Овнов в начале августа? Смотрим. Итак, первая карта у вас десятка мечей. В начале месяца можете ожидать, что что-то у вас заканчивается, либо какой-то проект, какое-то дело, которое вы делали весь предыдущий месяц, допустим, да, либо вот-вот в начале что-то заканчивается из вашей работы. Возможно, вы выполнили какое-то задание, какой-то проект, и это является для вас окончанием. Но, возможно, также карта показывает момент вашего ухода. Ухода либо с каких-либо отношений, это могут быть рабочие отношения, дружеские отношения, отношения между партнерами, да, есть здесь момент, когда вы ставите на чем-то точку, и вы больше не хотите возвращаться в прошлое. И вот такое начало у вас месяца, когда вы готовы к чему-то новому. Десятка уже у нас заканчивает, получается, определенный период в вашей жизни, после нее начинается что-то новое. Поэтому здесь идет момент такой, можно сказать, вашей перезагрузки. После десятки мечей вы увидите какие-то новшества в вашей жизни. Также десятка мечей – это у нас обычная еще карта, показывающая различные заболевания, обращения в медицинские учреждения, поэтому будьте внимательны в начале месяца к своему здоровью. Десятка мечей – это карта, похожа на иглу, как иглоукалывание какое-то здесь происходит у вас. То есть есть десятка мечей, это как бы 10 мечей, которые обычно на карте изображены, как будто бы они вонзаются, например, в спину, да. И эта карта говорит о том, что, возможно, вы будете проходить какой-то курс лечения, какие-то препараты будете себе колоть, либо это будет какой-то витаминный комплекс, допустим, у вас идет очередно, каждый день вы что-то будете делать. В целом, в начале месяца контролируйте свое здоровье и также ждите после какого-то периода в начале месяца у вас пойдут какие-то изменения. Вот такое у вас начало месяца. Давайте смотреть на другой колоде карт середину месяца для Овна. Середина месяца это у вас уже карта Королева Пентакли. Королева Пентакли это у нас обычно женщина, по знаку зодиака Козерог, Дева или Телец. Такая женщина будет у вас в середине месяца как-то фигурировать и занимать какую-то важную позицию, так скажем, да, то есть будет много каких-то событий с этой женщиной связаны. Либо это вы будете обращаться в какие-то учреждения, где будете касательно финансовых вопросов решать какие-то дела ваши, либо эта карта может показывать момент, когда вы сконцентрированы на своей работе, когда вы вкладываетесь в свою работу, когда вы, возможно, обучаетесь чему-то новому, но в то же время под присмотром какой-то женщины, вот этой королевы Пентакли. То есть эта женщина, она вам четко сможет разложить по полочкам, так скажем, какую-либо информацию, может просчитать с вами ходы наперед, это может быть, например, какая-то ваша работа, да, которой вы обучаетесь, либо эта карта показывает, например, обращение ваше в какую-то структуру, в какое-то учреждение, где эта женщина может подать вам какую-то информацию важную для вас, прочитать вам что-то. И, скорее всего, это будет связано либо с работой, либо с вашими финансами, потому что Пентакль – это карта у нас финансов, и поэтому мы здесь видим, да, что женщина вышивает определенный узор. То есть она знает, как выполнить эту работу, у нее уже есть определенный план и определенная схема. И вы точно так же будете следовать каким-то правилам, каким-то нормам, каким-то уже записанным конкретно инструкциям и действиям. И вот так вот вы будете выполнять свою работу. Еще карта может показывать для мужчин вашу жену, тогда она будет в этот период как-то очень обустраивать свой дом, то есть будет выступать вот такой хозяйкой положения, да, домашнего очага. И в то же время женщина может в этот период иметь, например, подругу какую-то, да, знакомую, которая будет вот королева Пентаклей. Но это может быть не обязательно по знаку зодиака такая женщина, а просто вот она либо в бизнесе как-то имеет дело, либо у нее есть какие-то планы, проекты, чем-то она занимается, связанными с финансами и финансовым в целом развитием. Вот такой период. И в середине месяца также вы, как женщина, можете почувствовать знаки внимания на себя,
если вот женщина смотрит расклад, да, то какой-то человек в этот период будет видеть вас, свою спутницу по жизни, то есть захочет вам сделать даже предложение руки и сердца. Здесь вы можете выступать в роли будущей жены. И так как тут у нас начало месяца это десятка мечей, когда какой-то период жизни заканчивается, то королева Пентакли нам уже говорит конкретно про то, что будут изменения в социальном положении, какой-то статус у вас поменяется. Либо это новая работа, либо это именно какие-то взаимоотношения новые. Вот такой период у вас в середине месяца. В целом с финансами у вас будет все отлично и стабильно, можете получать какие-либо подарки в середине месяца, и вас это будет заряжать энергией, вам это будет нравиться, вы четко будете знать, чего вы хотите в середине месяца. Конечно, если вы уже находитесь в отношениях, то тогда карта может говорить про то, что в этот период вы будете, как женщина, обустраивать свой быт, будете что-то делать дома, будете либо там, например, в ремонт вкладываться, либо вы будете делать, вышивать вот как по этой карте что-то, да, что-то в целом налаживать в быту и в своем пространстве. Так, смотрим с вами еще конец августа месяца, какие события здесь вас будут ожидать. Так, конец месяца карта Паш мечей. Паш мечей– это карта, обычно показывающая нам молодого человека. Этой картой можно упоминать, так скажем, да, и ваших детей, и ваших пожилых родственников. И также, если вы смотрите, например, можете даже смотреть, например, на племянников эту карту, либо там на внуков ваших. Тоже эта карта их транслирует. То есть все как бы такое молодое поколение детей. И здесь карта говорит о том, что будут какие-то вопросы, связанные с детьми, то есть момент перехода какой-то от чего-то к чему-то другому. То есть для того, чтобы куда-то перейти, нужно будет еще узнать какую-то информацию, исследовать что-то, прочитать что-то, с кем-то поговорить. И в целом, вот когда вы выясните какую-то информацию, вы сможете куда-то передвинуть, так скажем, да, какого-то человека, то есть организовать что-то для этого человека, перевести, например, вашего ребенка с одного садика там, в другой садик, да, или с одной школы в другую школу. Я говорю буквально, но это в целом вот какое-то изменение, какой-то момент перехода. Точно так же там с пожилыми родственниками, да, можно куда-то устроить их, можно организовать что-то для них, можно решить какую-то их проблему или вопрос. То есть здесь такой момент, когда вы можете увидеть какие-то нюансы в жизни, с которыми вы захотите, э, так скажем, побороться, да, но не в целом побороться, а решить эту проблему с помощью какой-то информации, каких-то договоренностей и каких-то переговоров. Вот такой здесь момент. Любые вопросы, которые будут у вас в конце месяца, они требуют того, чтобы вы научились находить новую информацию. Когда вы ее научитесь находить, когда вы в целом сможете коммуницировать с людьми, то тогда вам будет уже легче справляться с теми проблемами, которые у вас могут возникнуть в конце месяца. В целом карта Паш мечей еще показывает момент слежки. То есть вы в этот период можете за кем-то наблюдать. Где вы будете наблюдать? Либо за вашим партнером, либо за вашими коллегами, за вашими друзьями. Но идет момент слежки. Может быть, вы в интернете за кем-то следите. Может быть, это момент слежки какой-то вот именно в жизни, да, вот за кем-то в целом вы подглядываете, и что-то вы хотите узнать, какая-то как будто бы информация от вас скрывается, а вы вот хотите что-то разузнать. Но вот в целом вы сможете раздобыть определенную информацию, которая вам будет нужна в конце месяца. Вот такой момент. Поэтому и тут и вы тоже, если выступаете в роли пажа, если на вас тоже рассматривать эту карту, да, и не транслировать ее на какого-то определенного человека, можно сказать, что просто вы будете организованно как-то решать определенные вопросы, и информация, которую вы получите в конце месяца, она поможет вам решить какие-то дела, которые, возможно, вам казались в какой-то момент сложными. Вот такой у вас расклад. Давайте посмотрим еще отдельно карту от колоды «Романтика. Любовь» я посмотрю для вас на отношения. Одну карту загадайте. Что будет в ваших отношениях? Давайте смотреть на август. Так, у вас выпадает карта, она называется «Желание». Кто-то, кого вы желали, входит в вашу жизнь. Вот такая интересная карта, то есть какой-то человек
определенный, да, кто-то войдет в вашу жизнь, и эта встреча произойдет именно в августе месяце. Что это будет за встреча, что это будет за человек, вы уже узнаете в августе. Поэтому желаю вам прекрасной встречи. Видите, здесь такая изображена легкость и как бы синхрон такой, да, что люди одинаковые, как вот эти одуванчики. Поэтому это общение, которое у вас будет в середине года, да, то есть в августе, оно будет для вас каким-то значимым. Вот то, что вы ждали. Вы наконец-то сможете это обрести. Так, давайте еще одну карту последнюю для вас достану от колоды Духовное Древо. Смотрим вам подсказку на август. Что вам подскажут? Огненная карта. Карта называется «Испытание». Ваши сильные и слабые стороны поддаются испытаниям. Видите, здесь есть момент перехода вашего в этом месяце, да. Сильные и слабые стороны могут касаться и вашего здоровья, могут касаться каких-то мелких проблем, которые могут возникнуть, когда вам нужно быть подготовленными и найти какую-либо информацию. Но это испытание вы сможете пройти, когда вы будете четко знать, что вы хотите получить в этом месяце, когда вы будете иметь желание, да, решить, узнать какую-то информацию, решить какие-либо вопросы и не вступая ни в какой конфликт, четко разозначить, какую информацию вы хотите получить от людей, с кем вам нужно как бы проконсультироваться для того, чтобы дальше действовать. Вот такая вам подсказка. Так, это был расклад для тех, кто родился под знаком зодиака Овен. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Видео выходит каждый месяц. Буду рада видеть вас снова на моем канале. Всем до встречи, всем пока-пока.